Всем привет, с вами Велобаза. И сегодня у нас вторая часть видео про замечательную вилку Yolens RXF36. Где-то чуть больше года назад я записывал вам первую часть, где разбирал воздушную пружину. У нее была проблема с тем, что она засасывала воздух. Ссылочка на первое видео будет вот прям вот над моим пальчиком. Или вот сюда вот, да. Вот, оно будет где-то над каким-то из моих пальцев. Обязательно сходите, посмотрите. Почему? Потому что я не буду повторяться, и я не буду останавливаться сейчас на том, как чтобы еще раз разобрать пружину или как раскрутить и собрать вилку. Я все подготовил, все сделал. Сейчас нас интересует только демпфер. Зачем я туда вообще решил лезть? У меня опять проблема. Вилка сосет воздух. Вот можете, если приглядитесь, вот, Леш, попробуй поймать фокус. У меня все крутилки в масле. Если я прокачаю вилку сейчас, у меня компрессии будут работать примерно в районе 1 недели. Где-то через неделю катания прогрессии уже не будет никаких, и весь демпфер будет завоздушен. Где-то у меня тут утечка. Нужно разобрать, нужно понять, где. Вот у меня есть такой ремкомплект, состоящий из 9 резинок, пары болтов и пружины. Я надеюсь, что этого хватит. С чего нужно начать разборку демпфера вилки? Вот здесь есть порт прокачки. Нам нужно слить масло. Максимально большое его количество вылить. Чем больше выльем, тем нам проще будет. Откручиваем порт прокачки и выливаем, сколько получится. Все нам, конечно, вылить не получится. Теперь нам нужно избавиться от блока крутилок. И вот тут есть очень мелкая деталь. Сейчас пробуем. Вот она. Вот она отвечает за щелчки. Значит, теперь откручиваем 2 вот этих мелких болта. Теперь нам потребуется головка на 28. Откручиваем вот эту гайку. Будьте предельно аккуратны. Если вилка неисправна, как у меня, она вот сюда может подсасывать воздух, и он может там скапливаться под очень большим давлением. Первый раз, когда я разбирал ее, я об этом не знал, и, в общем, она мне очень здорово обдала маслом. Поэтому прислушивайтесь, если она начнет шипеть, дайте ей травить воздух. Хорошо. Вот мы выкрутили демпфер. Можно подслить еще масло. Но вот просто так вынуть мы его не сможем. То есть тут он вот выходит настолько, но не дальше. Честно говоря, не совсем понимаю, почему. Это, возможно, какой-то технический дефект моей вилки. Или, может быть, у нее вот здесь внутри, в ноге, переменный диаметр. Но нам необходимо его раскрутить между собой, то есть его верхнюю и нижнюю часть, и потом вытащить из вилки по отдельности. Вернем его вот в такое положение с выкрученной резьбой. Нам нужно чем-нибудь схватиться за вот эту серебристую часть и удерживать ее. Если мы оставим небольшие закосы на ее поверхности, ничего страшного не будет. Самое главное не прикасаться вот к этому штоку рабочему и не прикасаться к порту прокачки. А вот и оставшееся масло. Фу. Итак, пожалуй, начнем снизу, с нашей нижней части демпфера, той, что отвечает за отскок. Берем ключ рожковый на 10, цепляемся вот сюда. Берем рожковый на 12, цепляемся вот за эту гайку и раскручиваем их между собой против часовой стрелки. Может довольно тяжело пойти. Выкручиваем шимстек отскока. Теперь мы можем снять наш нижний сальник. Вот здесь внутри есть маленькая резинка. Эта резинка, она, грубо говоря, является аналогом стопорного кольца. Если вы эту резинку снимете, вывалится вот такая шайба, и вслед за ней вывалится нижний уплотнительный сальник. Снимаем эту резинку.
И, ну, мне, в принципе, не надо ее менять. Тут этот башенг. Вы меняете по необходимости. Я знаю, что у меня в нем проблемы нет, и я предпочел бы, чтобы у меня остался запасной на будущее. Я его менять не буду. Вот что у нас есть. Давайте собирать назад. Итак, начинаем устанавливать новые резинки. Тщательно сверяемся, что мы ставим нужную резинку в нужное место. Вот это пойдет вот сюда. Ставьте резинки без использования какого-либо инструмента. Ставим сальник ориентацией вот этими вот губками вниз. Ставим сальник. Закладываем на него сверху шайбочку. И теперь загоняем. Так, а я смотрю, в ремке мне эту резинку не дали, да? Ну, типа потому, что она является просто стопорным кольцом. Нам как бы и не нужно ее, типа, менять. Ее и нету. Ну, тогда выбора нету, ставим старую. Вот так, вкладываете ее внутрь, поближе к шайбе, и заталкиваете в боковой паз. Вот так. И заменим вот эту резинку. Ну, засим нижняя часть готова. Здесь накручиваем и скручиваем между собой. Собираем без фиксатора, потому что его здесь как бы не присутствовало. И я не думаю, что эта деталь когда-нибудь раскрутится. Ее очень хорошо чувствуется то, когда до конца закрутилась по резьбе, что промахнуться будет сложно. Итак, нижнюю часть сделали. Теперь верхняя часть. Смотрите, вынимайте этот шток, чтобы не потерять. Только и всего. Так, теперь, вот здесь у нас есть стопорное кольцо, но его снимать не нужно. Под ним нет никаких уплотнений. Оно отвечает не только за крутилку низкоскоростной компрессии, чтобы были щелчки, только за это. Теперь нам нужно раскрутить черную и серебристую деталь между собой. Берем старую ненужную камеру, слегонца поднадутую, оборачиваем несколько раз и зажимаем прям сильно. Теперь будьте предельно аккуратны, там внутри пружина. Так, вот. Теперь придерживайте пальцами и понесли на верстак. Вот что у нас внутри. Это шимстек компрессий. Это непосредственно у нас верхний сальник с уплотнением. Он также выполняет функцию ИФПшки, то есть выбирает объем масла излишний. А эта пружина, по сути, это ИФП, которую не надо надувать. Значит, что нам здесь нужно заменить? Вот эти вот две внешние резинки. Я так полагаю, на самом деле, что вот эта резинка, она вот как раз и повинна вместе с этой в том, что у меня травят. Меняем их. В комплекте есть пружинка. Я, честно говоря, даже не знаю. Ну, давайте поменяем, пусть будет. И у нас осталось две неоприходованные резинки. Одна это вот эта вот. Кстати, она тоже может быть виновата, потому что, когда я вам рассказывал, что у меня вот вилка при разборке прям обдала меня маслом, это вот она нагнала давление избыточного вот сюда. То, возможно, как раз вот эти вот две резинки и пропускали. Вот эту поставили. И у нас осталась последняя. Она живет вот тут внутри. Ее нужно просто достать. Все, резинку загнали. И, ну, я думаю, за сим все. В принципе, мы использовали практически весь ремкомплект. Давайте собирать назад. Пружина-то вообще прилично помощнее стала. Так.
Убедитесь, что вот эта вот деталь попадет в отверстие, когда вы будете закручивать. Да, все нормально. Что ж, теперь вернем наш демпфер на место. Итак, закручиваем демпфер. И теперь надеваем нижнюю часть. Самое главное попасть в резьбу. Что у вас только одна попытка. Удостоверимся, что демпфер стоит ровно в резьбе. Будет он слева направо крутиться. В смысле то, что чтобы не покачивался, это важно. Мне кажется, что по резьбе мы почти до конца сели. Да. И теперь его уже непосредственно в крепление. Обращайте внимание, если вы будете вот сейчас вот дотягивать и вот видите, что он начнет качаться влево-вправо, это значит, что вы не попали в резьбу, и молитесь, чтобы вы ее не запороли. Потому что тогда все будет очень плохо. Как видите, у меня все хорошо. Все, отлично. Но я думаю, давайте сейчас мы его прокачаем, а потом вернем крутилочки на место. Прокачивать будем через это отверстие. Сейчас расположим его вот так, чтобы оно было в самой верхней точке. Штуцер здесь, по-моему, вот сейчас боюсь совру, вроде бы это или от Хайса, или от Тектроа. Там такой конструктив вилки, она не даст вам особо сильно ее завоздушить, и вы масло перелить тоже не сможете, она просто не позволит это сделать. Поэтому вы чисто в теории можете даже это как-то капельницей делать или просто втыкать шприц, оно будет работать, как проверял я уже. Вот, заливать будем оригинальные Йолинс маслицы. Значит, у нас идет она вот с такой маркировкой. Вообще можете воспользоваться просто любым вилочным маслом вязкостью 7-7,5, примерно вот так. Да и на самом деле я скажу, что вилка очень неприхотливая, она и пятерку жрет, и десятку, и работает прекрасно. Так, это только первый. Вот. Похоже, нашей вилке нужно примерно 4,5 шприца с маслом. Теперь смотрите, даже если я пытаюсь его с силой вгонять, я чувствую, как сжимаю пружину ИФПшки. И она в итоге выплевывает все назад. То есть она не даст прокачать себя сильнее, чем нужно. В общем, наша задача теперь вытащить все пузыри оттуда. Прокачка может занять некоторое время, но рано или поздно вы избавитесь от всех пузырей. Настало время отсоединить штуцер. Налейте остатки масла так, чтобы они полностью закрыли отверстие порта прокачки. И теперь, когда порт прокачки находится погруженным в масло, вкрутите болтик. Он, кстати, тоже есть в ремнаборе. В принципе, можете использовать новый. Но я не вижу смысла, я вкручиваю старый. Давайте проверим. Отлично. Мне прям нравится. Это вставляем сюда. Вот так. Наверное, в той позе, в которой будет вам максимально удобно. В принципе, вот. Как раз рабочее положение приходится на край. Вот так мне будет максимально удобно. Болты на 1,5 миллиметра это вообще зло. В плане того, что сорвать их можно даже самым лучшим инструментом. Крутил высокоскоростную компрессию. Как можете услышать, у нее появились 5 щелчков. В принципе, их столько и должно быть. Теперь кладем вот эту вот малюсенькую деталь. У нее, смотрите, у нее с одной, как бы видно, что они выпуклость только с одной стороны. Кладем выпуклостями вниз.
после вот такую пружинку. Так. И сверху на это низкоскоростную компрессию. Усилия тут чисто символические. Она должна быть вот так вот, прыгать подпружиненной должна быть. Это как бы является нормой. Остальное я соберу за кадром, потому что, опять же, не буду повторяться. У нас есть первая часть видео, где мы делаем все оставшиеся операции, собираем вилку. И сейчас в следующем кадре я вам продемонстрирую, что получилось в итоге. Итак, вилка собрана. Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Это одна из самых плюшевых вилок сейчас, которые я вообще когда-нибудь жамкал. А по долгу службы жамкать вилки мне приходится постоянно. Давайте проверим ее работу компрессии. Это сейчас закрытая высокоскоростная. Ну, она не должна блокироваться. То есть у нее нет блокировки. У нее очень четкая, ощутимая платформа. Знаете, в принципе, я даже разницу между щелчками чувствую. Низкоскоростную я здесь, скорее всего, ну, он даже на себя как по-другому ведет. Но это все лучше проверять при езде. Работает ли отскок? Да, отскок меняется. У нее вообще на самом деле не очень большой диапазон регулировки отскока. То есть он приблизительно так работает от немного быстрого до немного медленного. То есть у него нет такого, допустим, как на рокшоксах, когда движение вилки назад можно замедлить прям практически до нуля. О том, перестала ли она засасывать воздух, в данный момент я сказать не могу. Здесь требуется обширный тест-драйв, хотя бы недельку. И я думаю, что через недельку я вам, как последним кадром к этому видео, я вам дам заключение, получилось ли мне решить эту проблему или нет. Но я надеюсь, что получилось. Итак, я покатался некоторое время. Хотел покататься недельку, тут в итоге получился месяц с небольшим. Но что могу сказать? Все работает. То есть все компрессии присутствуют. Единственное, что я ими совершенно не пользуюсь, но лучше, когда оно функционирует, чем когда оно сломано. Течь масла сверху полностью прекратилась. Впервые с момента, скажем так, рождения вилки. Она мне наконец-то не ссыт. Так что операция прошла успешно. Какая резинка была виновная, наверное, мы и не узнаем. Но подозрение, что все-таки что-то сверху. Итак, вот что вот этими двумя видео вообще я хотел вам рассказать. О том, что вилку Оленс можно без проблем разобрать, перебрать в домашних условиях. Никаких специальных инструментов вам не нужно. То есть все легко достается, все перебирается дома на коленке. Я надеюсь, что больше с этой вилкой у меня уже проблем не будет и никаких ремонтов мне не потребуется, только обычное сервисное обслуживание. За сим все. С вами была Велобаза. Откланиваюсь. Поеду покатаюсь.